Привет, друзья! С вами Екатерина. Сегодня мы будем готовить почву, грунт для посадки фиалок. Он универсальный и для посадки листьев, и для посадок деток, для всего, и для взрослых фиалок. Для этого нам понадобится контейнер, емкость, в которой мы будем с вами мешать грунт. Вот такие пенопластовые шарики нам понадобятся. Могут быть любой фракции. Я предпочитаю более мелкие. Их должно быть достаточно большое количество, 70% в соотношении с торфом. Так, а торфа мы будем брать процентов 30. Вот такой у меня торф, сфагнум. Я живу в Америке, поэтому вот его название так называется торф. Он рыхлый, он мягкий, он воздушный. Именно так вы будете выбирать в магазине. Подходите, щупаете пакет, смотрите. Если он вам кажется мягким и воздушным, вот, тогда берем. И торфа нам нужно будет в соотношении с шариками только 30%, а шариков около 70%. Ну и нам понадобится вода. Вода это у меня отфильтрованная, через кувшин. Может быть, у кого-то есть другие варианты, но воду из-под крана я не использую. Хотела показать, если у вас вдруг нету контейнера, в котором мешать, не надо ничего придумывать, не надо бежать его покупать. Вы берете обычный плотный пакет и мешать будете грунт именно в нем. Этот грунт, он у меня в соотношении 50 на 50. Тут есть еще и перлит, и шарики. Шарики большей фракции. В пакете, чем хорошо, можно не использовать будет лопатку, а просто вот так переваливать грунт, и он перемешается. Очень быстро и удобно, и без грязи. Также нам понадобится вот такая ситечка. И нам понадобится уголь. Уголь я взяла из камина. Вот. И потом покажу, как мы им будем работать. Так, ну приступим. Берем контейнер, берем ситечку. И насыпаем сюда торф понемножечку. И вот так начинаем его просеивать. Просеиваем. Мы это делаем для того, чтобы торф был в наших фиалочках. Все-таки горшочки маленькие у фиалочек, чтобы там было комфортно и чтобы крупных частиц там не было. Вот, поэтому вот посмотрите, такая работа немножечко долгая. Мы его просеиваем. Прям крупных палок здесь коры я не вижу. Торф достаточно хорошего качества. Так, мы просеиваем, пока не просеем. Я буду замешивать небольшое количество грунта. Это можно сделать на будущее. Просеять побольше, чтобы в следующую перевалку или пересадку, или для укоренения листиков уже был подготовленный грунт. И вам не пришлось заново проделывать такую работу. Конечно, можно не просеивать. Это выбор каждого. Если у вас нет времени, или вы поняли, что вы не хотите этим заниматься, нету ситечка, например, какого-то большого, тогда не просеивайте. Это будет тоже неплохо. Просто просеянный грунт — это все-таки здоровье наших фиалок.
Если вы хотите пышные шапки у своих фиалочек видеть, красивые, то да, вот такая долгая работа. Ну вот, здесь остались крупные частицы. Их уже просеивать неудобно. Я их сложу вот в пакет. И применю к посеву других растений. Например, у меня дочь сейчас будет сажать свои бобы. Вот мы их и посадим туда. Давайте все-таки еще одну сделаем. И проделываем еще один круг такой же. Так, ну вот я просеяла. Порядочек наведем небольшой. Если вы потрогаете вот так то, что получилось, это похоже прям на пух. Он такой мягкий, такой приятный. Конечно, не сравнить с тем, что вот мы получаем в том виде, которым мы покупаем. Просеянный, он совсем другого качества. Поэтому я очень вам рекомендую немножко заморочиться и сделать так. И попробовать, даже по ощущениям. Это новые ощущения. Дальше, пока у меня здесь ситечка есть, я достаю уголечки. Вот здесь мы сейчас немножко попачкаемся. Вот у меня уголечки. Может, уже сейчас сезон шашлыков. И вы можете от настоящего натурального дерева, конечно же, насобирать вот такие уголечечки. Что они делают? Они обеззараживают землю. Это помогает фиалкам не загнивать. Так, попробуем. О, какая красивая. Попробуем. И я их, конечно же, вот так перетираю. Так, пальчиками помогаю. И они там превращаются в такую вот прям пыль. И мне нравится. Ну, а лишнее я потом или выбрасываю, или обратно в пакетик кладу. Где-то около, вот, наверное, столовой ложечки у меня получается. И мне этого достаточно. Так, посмотрим. Фу, напылила. Так, ну если видно, вот она более темная. Более темная такая. Так, засыпем ее. Я думаю, достаточно. Мы это обратно сложим. Ну все, ситечка нам больше уже не понадобится. Теперь я налью воды. Так, и будем насыпать шарики. Так, это нужно делать аккуратненько. Сейчас мы их аккуратненько будем высыпать. Почему аккуратно? Потому что они электролизуются. Конечно, я это делаю на глаз. Ничем не замеряю.
Если соотношение шариков будет чуть меньше, допустим, 60%, я думаю, тоже не страшно. Вот так вот посыпаем, как снег. Так, ну вот здесь уже. Так, но еще нету 50. Вот сейчас будет, наверное, 50%. Сейчас мы размешаем и посмотрим. Так, проверим, чтобы нам лишнего не насыпать. Может, даже и достаточно. Так, мешаем хорошо. Если у вас большие контейнеры, то в углах обязательно доставайте всю эту землю. Угу, хорошо. Я буду фиалки свои ставить на фитильный полив. Поэтому, видите, сначала вы думаете, что много шариков. А когда вы мешаете, это все размешивается. И уже вот масса становится такой серой. Это мы еще не перемешали. Еще не перемешан до конца. Ну вот, отлично. Мне нравится. Сейчас мы посмотрим, что из этого получилось. Этого грунта мне хватит для того, чтобы пересадить небольшую часть фиалочек. Это плановая пересадка, весенняя. Так, мои фиалочки уже требуют, чтобы я их пересадила. Мне нравится. Так, все, смотрим. Давайте. Вот он держит ком и рассыпается. Отлично. Мне очень нравится. Фиалкам в нем будет очень хорошо. Наши фиалочки любят рыхлую такую почву. Вот и отлично. Так, вот шарики, они такие приставучие. Их нужно, конечно. Так. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, рецепт приготовления моего грунта вам понравился. Он вам подошел. Если вдруг вы используете какой-то другой грунт, поделитесь с нами в комментариях. Мы это все пообсуждаем. Это очень всегда интересно, любопытно. Хорошего всем настроения. Ставьте лайки. Я буду снимать вам дальше видео. Спасибо. Пока.